Привет! Меня зовут Виталий Пуртов. Приветствую вас на своем канале MyDIY. Уже полгода, как я пользуюсь распиловочным станком Black & Decker. Накопился уже приличный опыт работы с этим станком. Я думаю, большинство плюсов и минусов этого станка я уже выявил, и хотелось бы этим опытом поделиться с вами. Я вам расскажу, чем он хорош, почему его стоит покупать, а потом расскажу вам о его минусах, и возможно, для кого-то это будет причиной смотреть в сторону его старшего брата DeWalt, а возможно и в сторону других станков. Давайте я начну рассказывать со столешницы этого станка. Ее ровности достаточно, чтобы использовать этот станок в непрофессиональных целях. Немного печалит покрытие. Прошло только полгода, а столешница уже вся исцарапана. Вот здесь хорошо видно и основной цвет покрытия, грунтовочный и, собственно, уже алюминий. Все это, кроме внешнего вида, ни на что не влияет. Направляющий у этого станка выполнен по стандарту. И здесь Black & Decker не стал изобретать велосипед, сделал стандартные направляющие. За что ему спасибо. По столу больше добавить нечего. Про вкладыш я расскажу отдельно. Давайте пока перейдем к направляющей. Направляющие выполнены из алюминиевого профиля. Профиль ровный, к нему претензий никаких нет. Очень радует, что здесь дополнительный паз есть, можно наращивать или делать какие-то дополнительные приспособления. Есть два отверстия, чтобы при необходимости, например, удлинить направляющую, прикрепив сюда дополнительную планку. Ручка станка выполнена из пластика и покрашена в серебристую краску. Вот, но зажимает хорошо. Направляющая стоит прям мертво. Передвижение направляющей, не скажу, что оно плавное, но я думаю, для станка за такие деньги вполне себе приемлемо. Устанавливать и снимать его очень легко. И зажимать можно одним движением. Подхватывается как спереди, так и сзади. Есть указатель линейки с возможностью регулировки. Вообще линейка достаточно точная, то есть позволяет ориентироваться прямо по линейке, ничего не регулировал. Заводская калибровка здесь нормальная. При передвижении у него все-таки есть отклонение. Этот люфт очень хорошо виден. И всегда перед затягиванием упора я надавливаю на обе части поперечины, чтобы упор находился ровнее. И после этого только затягиваю. Решение, конечно, такое себе, и ни о какой точности в микронах здесь говорить не приходится. Все-таки для чернового распила вполне себе подходит. Давайте теперь расскажу про диск. Диск стоит штатный, и я, к слову сказать, ни разу его еще не снимал. Хочется, конечно, СНТ-шный поставить, но не решусь его купить. А почему? Потому что этот диск меня пока что устраивает. Количество зубьев здесь достаточно, чтобы пилить и быстро, и с минимальным количеством сколов. Конечно, если неправильно подавать заготовку, будет и древесину расщеплять, но приноровившись, рез будет достаточно чистый. Расклинивающий нож. Иногда его приходится регулировать, встает он иногда не параллельно диску. Но регулировка позволяет сделать более точную подстройку. Чтобы снять, достаточно открутить два болта с шестигранной шляпкой. Занимает это не больше минуты. Давайте теперь перейдем к вкладышу. Я считаю, самому слабому месту этого станка. Самый главный его недостаток – это неровность. В этом месте у вкладыша прогиб. И подавая заготовку, особенно мелкие заготовки, заваливаются и распил, соответственно, становится неточный. Конечно, можно изготовить этот вкладыш нулевого зазора самостоятельно, что я и сделал. Рассказывал как-то в одном из роликов на канале, можно найти. Но столкнулся с тем, что тяжелее поставить расклинивающий нож. Но вот при изготовлении самостоятельного вкладыша здесь есть две проблемы. Во-первых, крепится все это на один болтик, и здесь есть специальные упоры, которые вставляются в пазы. Их можно тоже изготовить, и где-то я даже видел, один мастер делал вкладыш именно для этого упора, и в принципе у него хорошо получилось. Здесь есть определенный подъем, и его нужно как-то обыгрывать, то есть это нужно будет точно точить вот эту сторону вкладыша, чтобы не было перепадов по высоте. Я думаю, конечно, они могли бы сделать этот вкладыш более проще, универсальнее, чтобы можно было проще изготовить самостоятельно. Все-таки это та деталь, которая должна быть заменяемая, и была бы возможность изготовить это самостоятельно просто. Да, можно сделать, но есть свои нюансы. Вкладыш в изготовлении самостоятельном, он не так прост, как хотелось бы. Теперь расскажу о механизме подъема диска и механизме наклона.
Опускается и поднимается он достаточно просто. В механизме используются пластиковые шестерни. Кто-то из мастеров в комментариях уже писал, что они быстро износятся, их тяжело будет вытащить. Но я думаю, что эти шестерни можно будет купить или поручить это сделать опытному токарю. Значит, с механизмом подъема и спуска, в принципе, вот один нюанс. Пластиковые шестерни. А вот с механизмом наклона диска уже есть серьезные косяки. Во-первых, очень трудно ловить угол. То есть с этим механизмом это сделать, ну, наверное, практически невозможно. У меня, кстати, не получилось. Я использую электронный уровень. Выставить угол 45 градусов у меня ни разу не получилось. Хоть здесь и предусмотрено два вида наклона. Если отжать этот фиксатор, то диск будет легко выставить, например, быстро на любой градус. Примерно. Углубив ручку, в теории она должна иметь точную подстройку. И если зажим не затягивает полностью и утопив ручку регулировки, то можно сделать более точную подстройку. Вот. Но опять-таки механизм не позволяет это сделать все. Вот у меня даже получилось выбить один зуб у шестерни регулировки. Это накладка пластиковая. Сделал это по ошибке. Хотел точно отрегулировать полностью затянутым механизмом. Приложив определенные усилия, зуб вылетел. Так что не повторяйте моих ошибок. Для точной регулировки полностью механизм не затягивайте. Станок оснащен магнитным пускателем. Приподнимаешь основную клавишу, включаешь, и для стопа достаточно нажать на эту большую клавишу. Есть здесь тоже один нюанс. Пружины и тяжесть вот этой клавиши, она не очень отрегулирована. И когда включаешь станок, достаточно резко отпустить эту клавишу, и станок выключается. То есть тяжести этой кнопки достаточно, чтобы вот просто отпустив, нажать кнопку стопа. То есть это говорит о том, что механизм недостаточно проработали инженеры. Наверное, здесь просто нужно ослабить немного пружину. Еще одно достоинство этого станка — это стальная рама. То есть это вообще отличает большинство станков этого типа, потому что в основном станки идут пластиковым корпусом. У некоторых он пластик хороший, плотный, у некоторых он мягкий, и у станка сильная вибрация. Например, Ryobi этим грешит. Все жалуются, пластик очень хорошо прогибается, под нагрузками он просто гнется. Мастера делают в этом корпусе растяжки, чтобы уменьшить хотя бы деформацию. Эту раму он перенял у своего старшего брата, у DeWalt. Все станки DeWalt-ские идут с этой рамой. Я считаю, что это отличное решение. Ее, во-первых, она устойчивая, ее можно крепить к столу. Это же служит ручками для удобной переноски. Сразу же хочется сказать про ножки. Очень часто в комментариях слышу, что у меня станок гуляет. Посмотрите на мои полы, они максимально неровные. И при малейшем передвижении станка настройки сбиваются. Настройки здесь производятся с помощью, то есть одна ножка с регулировкой. В принципе, этого достаточно, чтобы выставить станок относительно ровно, чтобы он был устойчивый. Хочу сказать еще про систему пылеудаления. Здесь патрубок нестандартный, вернее стандартный. Сюда можно воткнуть легко пылесос, но вот большой стружка-отсос подключить здесь можно будет только через переходник. Я скажу, что далеко не всю пыль он улавливает. Часть летит через верх. Здесь, конечно, должен находиться защитный кожух. У серьезных станков, у этого кожуха есть тоже пылеотвод. Этот станок идет без второго пылеотвода. То есть сверху пыль не улавливается и летит, соответственно, в разные стороны. При разном типе работ стружка летит по-разному. Если делать глухой паз, стружка не улавливается вообще. 90% стружки разлетается по мастерской. Если просто распускать доску, то 70% все-таки уходит в пылесос. И еще хочется сказать про толкатель. С виду он тяжелый, увесистый, даже имеет вроде бы как регулировку. Но, как и в комплектации большинства станков такого типа, ложится в комплект полная ерунда. Что-то им точно отторцевать точно не получится. Все собираюсь себе купить на Али, присмотрел толкатель, но все никак руки не доходят. Пока моя торцовочная каретка, которую я сделал, перекрывает все мои потребности. Ну что, давайте подводить итоги. Давайте я сначала подытожу недостатки, а потом перечислю достоинства этого станка. Самый главный недостаток, конечно, это неровный вкладыш нулевого зазора. Вкладыш, я считаю, не должен выпирать за края, должен быть ровным и в идеале простой для повторения, чтобы его можно было легко воспроизвести и сделать их несколько, например, под разную толщину пильного диска, да и вообще, чтобы он легко заменялся. Отсутствие плавного пуска. Но, в принципе, здесь цена такая, одна из самых низких в своей категории. Да и плавный пуск стоит поставить рублей 500. Ну, недостаток такой. Недостаток ли? Еще один недостаток – это плохой пылеотвод. Во-первых, разъем только под пылесос. Невозможность без переходников подключить сразу стружка-отсос. И второе, нет пылеуловителя в верхней части стола. То есть вся пыль попадает только
в щель, где диск находится. Вот, пылеотведение здесь не на должном уровне. Еще один серьезный недостаток — это механизм наклона. Сколько я не пытался поставить ровный угол точный, нужный, не получалось. То есть система не очень проработана, и о серьезной точности тут говорить не приходится. Еще один недостаток такой себе, не очень существенный, но это кнопка пуска. То есть кнопка даже выключения, когда она слишком чувствительна к рычагу быстрой остановки, поэтому при включении в 70% случаев все равно быстро отпускаешь этот рычаг, и он выключает станок. То есть постоянно нужно его включать повторно. И вот за полгода я к этой фишке так и не привык. Возможно, надо действительно поменять пружину, чуть-чуть ее ослабить. И пластиковые шестерни. Но это, конечно, тоже Тут все-таки я отнесу к минусам, хотя неизвестно, сколько эти шестерни прослужат. Возможно, они будут до самого конца, но я думаю, все-таки металл был бы здесь лучше. Так, ну вот минусы все. Давайте перейдем к плюсам. Их примерно столько же, сколько и минусов. Первое и самое такое значимое — это цена. Это один из недорогих, может быть, даже самый недорогой. Я когда-то его покупал за 15, сейчас он в районе 20 стоит. И даже за эту цену это все равно конкурентный продукт. Существенный плюс — это корпус рамный, как у DeWalt. Соответственно, нет ни лишней вибрации, нет качания рабочего стола, как у, например, Ryobi. То есть это серьезный плюс. Еще один плюс, я думаю, существенный — это параллельный упор с возможностью расширения. Но, как оказалось, не у всех станков такое возможно. Здесь это предусмотрено, и это, я считаю, плюс. Еще один плюс — это относительно точная линейка. Из коробки станок идет достаточно настроен, чтобы можно было миллиметр в миллиметр выставить нужный размер. Конечно, не микроны, но все равно точность на должном уровне. Да, еще один серьезный плюс — это механизм расширения стола. Очень удобный, я туда встроил сразу же фрезер. Люфт расширения стола меньше даже, чем у параллельного упора. И последний плюс — это то, что диск имеет большое количество зубьев, и, соответственно, пропил получается чист. Разумеется, диск штатный, его нужно будет менять. У меня в планах поставить SMT-шный, но даже из коробки этот диск вполне себе хорошо отрабатывает. Вот я все, что хотел сказать спустя полгода об этом станке. Надеюсь, информация была вам полезна. Основной обзор вы сможете найти у меня на канале, как и много других разных полезных роликов.